Прежде всего, я хотел поблагодарить всех тех белорусов, которые направляют в социальные сети, в телеграм-канал, в инстаграм, в фейсбук вопросы, на которые мы стараемся отвечать регулярно. Может быть, кому-то покажется, что есть повторение, но мне как политику представляется очень важным иметь прямой диалог с вами и отвечать на ваши вопросы. Что будет в Новой Беларуси с людьми, которые продолжают работать на систему, закрывая глаза на ситуацию в стране? Отвечая на этот вопрос, конечно, я очень часто испытываю противоречия. Многих из тех людей, которые сегодня еще находятся у власти, выполняют те или иные функции в государственном аппарате, я знаю лично. Ко мне приходят противоречивые впечатления. С одной стороны, я знаю многих из них и знаю, как они относились к Лукашенко еще до событий 9 августа 2020 года. И эти оценки были достаточно критичными. С другой стороны, после событий 9 августа, когда все стало настолько явно, понятно и открыто, когда мы понимаем, что этот режим имеет абсолютно извращенную форму в проявлениях, в ужасных действиях, и эти же люди продолжают выполнять те функции, которые выполняют. Действительно, это для меня, как для бывшего чиновника, серьезный вызов. Как оценивать это? С другой стороны, конечно, как политик, я буду говорить, исходя из главного принципа верховенства закона. Наша цель созидать, наша цель строить государство, а не разрушать. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать мысли и тем более каких-либо потенциальных действий, когда люди за свои политические взгляды, может быть за бездействие, непреступное бездействие, будут нести ответственность. Решения об ответственности будут принимать не политики. Решение об ответственности будет принимать только суд в соответствии с законодательством. Когда у нас будет независимый Следственный комитет, когда у нас будет независимая прокуратура и когда у нас будет независимая судебная система. И именно в рамках закона будут приниматься те или иные решения. Если человек не совершал противозаконных действий, если его бездействие не привело к тому, что нарушен был закон, и это повлекло последствия негативные как для конкретного гражданина, так и для общества в целом, в этом случае ответственность, конечно же, не наступает. Но опять же решение за судом. Но в том случае, если человек умышленно, осознанно совершает действия, направленные на нарушение закона, которые влекут последствия для белорусов, в этом случае будет действовать закон, будет действовать верховенство закона. И все виновные понесут ответственность в соответствии с уголовным и административным законодательством Республики Беларусь. И опять же, я хотел бы вернуться к словам узурпатора, который говорит: вас всех порвут на части, приход к власти означает для вас чуть ли не погибель. Давайте разделять эту риторику от реальных интенций, желаний новых политиков, которые будут приходить к власти в Новой Беларуси. Новые политики проповедуют именно принцип закона, верховенство закона, а не решение, исходя из воли, желания одного человека. Нравится ему кто-то или не нравится, какую он оценку даст, в зависимости от этого и наступает последствия для этого человека. Вот от этого ужасного подхода, вот этого незаконного действия мы должны избавиться в Новой Беларуси. Чей Крым? Украины. Что вы думаете про ситуацию в Афганистане и вывод войск США? Проявили ли Соединенные Штаты слабость таким решением? Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал о том, что американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя. Мне кажется, что это рациональное решение, которое отвечает интересам американского народа. Хотя оценивать его, конечно, прежде всего американцам. Но белорусам нам также очень важно понять, что никто не будет сражаться за Беларусь,
если сами белорусы не готовы этого делать. Именно от нас, от нашей активности, от наших действий, от нашего желания, от нашей энергии зависит, в какой стране завтра мы будем жить. Рассчитывать, надеяться, полагаться на поддержку необходимо. И это действительно важно. Но еще раз, мы должны понять, что будущее Беларуси находится только в наших руках. Лукашенко часто говорит о том, что в отношении Беларуси ведется война. Как вы считаете, может ли в нашей стране начаться полномасштабная война? Да, действительно, это ужасно, когда узурпатор постоянно произносит публично слово «война». Я даже боюсь представить, как часто он это говорит не публично. В его голову вбился этот тезис, этот термин, который просто сквозит отовсюду, из его рта, ушей, глаз. И это ужасно. Именно диктаторы начинали войны. И Лукашенко начал войну против собственного народа. Сейчас он говорит о военной угрозе со стороны соседей, со стороны Европейского Союза, НАТО, Соединенных Штатов Америки, вводя этот абсурдный тезис о том, что кто-то хочет начать войну в отношении белорусов. Но это абсолютно лживый, абсолютно неправдивый тезис. Все люди в Европе и в США хотят жить, развиваться, строить свои семьи, рожать детей, жениться, путешествовать. И никто не думает в такой риторике, в которой думает и говорит именно диктатор. Мы должны понять, что в Беларуси действительно де-факто решением диктатора введено военное положение. Вообще, это ужасающая ситуация, когда в 21 веке военное положение введено в европейской стране, когда в отношении белорусов, граждан этой страны, уже больше не действует право, не действует закон, когда они не могут защитить свои права, защитить свои законные интересы. Это фактическое положение дел. С другой стороны, мы видим, что диктатор позиционирует этот тезис внешним партнером. И это один из элементов сохранения его власти. Объявив войну внутри страны, собственному народу, говоря об угрозе внешней, фактически он пытается вбить в наши головы этот пропагандистский тезис угрозы и о том, что только именно он является гарантом того, чтобы защитить территорию нашей страны. От кого? От чего, мы должны спросить все. Мы мечтаем о той стране, когда граждане нашей страны, Республики Беларусь, смогут без виз, без всяких проблем и ограничений путешествовать как можно большее количество стран мира, путешествовать в Европу. И вот, кстати, этот тезис отсутствия границ для путешествий, для выбора места жительства, места работы является ключевым с точки зрения того, что и ни у кого не возникает желания завоевывать какие-либо территории. Что делает Лукашенко? Лукашенко строит границы, он строит стены, он пытается оградить белорусов от Европы и вводит этот ужасный тезис. В последнее время мы слышали его даже интенции о территориальных претензиях к Польше и к Литве. Фактически он сегодня стал угрозой не только для белорусского народа, он стал угрозой для безопасности всего региона, всей Европы. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто обращается в наших социальных сетях, высказывает свои комментарии, мнения, суждения. Для нас это очень важно. И мы будем всегда стараться ответить на все интересующие вас вопросы.